Здравствуйте, меня зовут Елена Баженова, я рада вас приветствовать у себя в гостях. Сегодня я хочу вам предложить приготовить постный апельсиновый пирог. Продукты в нем абсолютно постные и всем доступные. Для рецепта мы возьмем апельсины, сахар, манку, муку, растительное масло, постное масло, соду, разрыхлитель, ванильный сахар и мак. Это будет как добавка тоже к тесту у нас. Сразу возьмем мак и замочим его горячей водой, зальем. Пусть он постоит минут 10. Набухнет. Берем мисочку, апельсины и будем снимать с них цедру. У меня есть вот такое приспособление специальное для цедры. Если у вас нет, вы можете просто снять кожуру с апельсинов ножом и порезать ее мелко. Цедру я сняла с 3 апельсинов. Если вы будете разрезать цедру ножом, то тут хватит и 2 апельсинов. Добавляем манку, муку, крахмал. У меня кукурузный, но подойдет и картофельный. Соду. Ванильный сахар. У меня ванильный сахар натуральный, с натуральной ванилью, то есть такими вот черными вкраплениями. Можно использовать обычный ванильный сахар. И перемешиваем. Вот у нас получилась такая вот сухая масса. Теперь будем заниматься апельсиновым соком. Берем миску, апельсины режем и выжимаем из них сок. У нас должен получиться 1 стакан апельсинового сока. Сок процеживаем через сито, чтобы удалить лишнюю мякоть и косточки. Вот у меня с 2 апельсинов получился стакан апельсинового сока. Займемся маком. С мака я слила лишнюю жидкость. Теперь перекладываю в ступку. Если нет ступки, можно и сразу же в этой миске будем немножко растирать мак. Это делать можно скалочкой, ручкой скалки, можно ложкой. У меня есть ступка, я воспользуюсь ей. Добавляем сахар. 1 столовую ложку я оставлю для сиропа. Пересыпаем сюда сахар и перетираем ступкой. Это делается для того, чтобы мак пустил молочко и был более мягкий и приятный. А вообще просто такой целый мак не переваривается у нас в организме, поэтому его надо давить. Переливаем маковую смесь к остальным ингредиентам. И перемешиваем. Добавляем сюда растительное масло. И постепенно добавляем апельсиновый сок. Добавили немного, замесили тесто. Замешанное тесто оставляем постоять минут 10-15, для того, чтобы манка набухла. Берем форму. У меня разъемная форма диаметром 20 сантиметров. Можно брать силиконовые, такие же круглые, или прямоугольные формы. Я простелила дно пергаментной бумагой, бортики смазала растительным маслом и посыпала манной крупой. Можно использовать также панировочные сухари. Теперь переливаем тесто в форму. Ставим пирог выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку. Пока готовится пирог, займемся приготовлением сиропа, для того, чтобы потом пропитать наш пирог. Берем сахар, то, что столовая ложка у нас осталась, добавляем сок 1 апельсина, свежевыжатый сок, ставим на нагрев, доводим до кипения и варим в течение 5 минут. Прошло 40 минут, и можно проверить пирог. Берем деревянную палочку. Протыкаем пирог. Если палочка остается сухая, значит пирог готов. Пока пирог горячий, поливаем его сверху сиропом.
Даем остыть пирогу в форме. Пирог остыл, уже просто тепленький. Достаем его из формы. Он легко достается, так как мы форму смазали. И выкладываем на блюдо. Сверху его можно украсить апельсинами, дольками апельсинов, или посыпать сахарной пудрой. У меня есть вот такой вот трафарет, 2 вида. Вот при помощи вот этого трафарета я нанесла такой вот симпатичный рисунок. Давайте посмотрим, что у нас получается в разрезе. Режется очень мягко, так вот нежно, ну, во-первых, потому что мы пропитали пирог сиропом. Вот, видно, что он пропекся замечательно. Хочется его все-таки попробовать. Сейчас возьму вилочку. Вот, легко ломается. Ароматный, душистый, в меру сладкий, таким вкусом апельсинов, и чувствуется мак. Так что готовьте с удовольствием и приятного вам аппетита!